Здравствуйте, предлагаю вашему вниманию посмотреть распаковку маски ADF 815S Papr компании Techman. Это маска с блоком подачи очищенного воздуха в подмасочное пространство. Комплект поставляется вот в такой большой коробке. На коробке указана модель, цветовая гамма. На коробке также указаны международные сертификаты, которым соответствует данная маска, а также декларация соответствия, которая действует в России. Сейчас я покажу, что входит в комплект. Итак, мы распаковали все, что было в комплекте. Значит, здесь есть маска ADF 815S. Сам светофильтр идет с алюминиевой пластиной для защиты от сильных термических воздействий дуги, особенно когда мы располагаемся очень близко к дуге. Размер самого светофильтра 133 на 114 мм. Размер смотрового окна 97 на 62 мм. Площадь смотрового окна таким образом 6014 мм квадратных. На щитке, на светофильтре есть обозначение о прохождении сертификации, испытаний, декларации соответствия, которая действует в Российской Федерации. Также данная маркировка есть на шлангах, на фильтрах, на блоках подачи. У светофильтра плавная регулировка степени затемнения от 5 до 13 дин. Достаточно широкий диапазон, позволяющий работать даже на малых токах в среде аргона, не плавящимся вольфрам электродом. Есть регулировки чувствительности датчиков, их у нас 4 датчика. Есть регулировки задержки осветления, полезные для работы на повышенных сварочных токах, чтобы, в общем-то, не увидеть яркого излучения раскаленного металла в конце сварки. Оптический класс светофильтра 1.1.1, 4 единицы, это высочайший оптический класс. 3,5 дина в светлом состоянии, плюс технология реальной цветопередачи True Color позволяет видеть место для сварки максимально приближенное к реальному. Сменные элементы питания позволяют использовать данный светофильтр практически неограниченное время при соответствующей эксплуатации и обслуживанию, в отличие от светофильтров, у которых нет доступа к смене элементов питания, у которых в среднем через 6 лет приходится либо менять светофильтр, либо пытаться добраться до элемента питания. Время затемнения 0,04 миллисекунды, это очень высокая скорость затемнения. Постоянная защита от ультрафиолетового и инфракрасного излучения 16 дин, это максимальная защита от этих вредных излучений дуги. Тиг-рейтинг 2 ампера. Это говорит о том, что мы можем использовать эту маску при аргонно-дуговой сварке на токах 2 ампера. Эта маска будет корректно работать. Она будет обнаруживать дугу, она будет стабильно затемнена и обеспечивать комфортную работу сварщика. Не будет мерцать, не будет осветляться. Гарантия на светофильтр 2 года. В комплекте с маской идут элементы питания, защитные стекла внутренние и 5 защитных стекол наружных, а также инструкция на русском языке. Далее в комплекте идет блок очистки и подачи воздуха. Данный блок идет в комплекте с основным фильтром, префильтром и искровым фильтром. В комплекте идет стандартная батарея для блока очистки и подачи воздуха. Опционально можно приобрести батарею увеличенной емкости. Батарея устанавливается очень просто. В комплекте идет шланг подачи очищенного воздуха в тканевом кожухе с огнезащитной пропиткой. Шланг подсоединяется очень просто. Вставляем и, в общем-то, поворачиваем до упора. Блок идет в комплекте с ремнем, он уже закрепленный на блоке 4 винтами. Это облегченный тканевый ремень. Также можно приобрести опционально кожаный ремень для блока и, в общем-то, закрепить, поменять его самим. На блоке
есть всего лишь одна кнопка для управления. Это большая кнопка, сделана это опять-таки под левую руку, под более свободную руку сварщика, чтобы это было удобно, не глядя, в общем-то, управлять блоком подачи воздуха. Включается он продолжительным нажатием. Здесь вы можете увидеть индикацию заряда батареи, в данном случае она полностью заряжена, и индикация загрязненности фильтра. Фильтр сейчас чистый. А также вы можете увидеть различную скорость подачи воздуха. 170 литров в минуту, как сейчас, либо 210. Изменяется это дополнительным нажатием на кнопку. Сейчас вы видите, что мы перешли в режим. Ну и услышали, что немножко появился шум. Надо сказать, что данный блок один из самых тихих на рынке, если не сказать самый тихий. Индикация заряда батареи и фильтра показывает нам, когда нужно менять либо фильтр, либо батарею заряжать. При этом здесь индикация есть как световая, как вы видите на блоке, но понятно, что сварщику неудобно поворачиваться. Здесь есть также звуковая индикация и вибрация. Ну, сейчас вот мы попытаемся сымитировать как раз загрязненность фильтра. Вы можете увидеть это. Если вам слышно, вы слышите, что сам блок пытается обеспечить, в общем-то, сварщика достаточным количеством воздуха и пытается увеличить обороты. Он начинает шуметь, он пытается подать достаточное количество воздуха для дыхания. Загорается значок, показывающий, что все-таки фильтр засорен, а сам блок продолжает увеличивать обороты и количество подаваемого воздуха. Вот у нас получается, что фильтр полностью загрязнен. Слышно звуковую сигнализацию. Ну а так как в цехах, в общем-то, очень шумно, и сварщик может не услышать даже такой звук, данный блок еще и вибрирует на поясе у сварщика. И тогда сварщик понимает, что нужно прекратить работу и посмотреть, либо заменить батарею и поставить на зарядку, либо заменить фильтр. Сейчас блок придет в нормальное состояние, так как, в общем-то, фильтр, можно сказать, очистился. В комплекте с маской также идет флоуметр. И перед работой мы должны проверять исправность блока. Делается очень простым образом. На шланг одевается этот флоуметр, ставится вертикально, и мы смотрим, на какой высоте у нас шарик. Если он выше отметки, указанной на этом флоуметре, значит блок работает исправно. Выключение блока производится длительным нажатием на одну кнопку. Для подсоединения шланга требуется просто вставить в маску и повернуть его. Вот таким образом у нас собирается комплект. Сейчас вы посмотрели распаковку маски ADF 815S Papor, маски с блоком очистки и подачи воздуха.